Дикторский микрофон или микрофон для радиоведущего. Когда вы слышите это словосочетание, что у вас сразу встает перед глазами? У меня, например, помимо Neumann BCM этой замечательной серии, есть два явных фаворита. Это Shure SM7B и знаменитый Electro-Voice RE20. И сегодня на канале «Давай запишем» мы устроим с вами битву века. Какой микрофон имеет право называться лучшим дикторским микрофоном? Сегодня мы это и узнаем. Поехали! Прежде всего, немного о каждом микрофоне. Это динамические приемники давления, имеющие кардиоидную направленность и достаточно большое сопротивление в 150 Ом. Что это значит? Это значит, что для надлежащей работы вот этих самых микрофонов вам понадобится хороший предусилитель микрофонный. Что я имею в виду под хороший? Хороший — это минимум 50 дБ на канал. Можно немножко схитрить, если у вас предусилитель не дотягивает до этих цифр, обзавестись чем-то вроде вот такого. Это железочка от Clark Technic, это микрофонный активатор, они так называются. Такой небольшой предусилитель, который работает от фантомного питания и дает фиксированное усиление на ваш микрофонный канал. У компании EC что-то подобное. И, конечно же, не стоит забывать о законодателе моды на такие железки Cloud Lifter. Оба микрофона сделаны добротно, у Shure, у Electro-Voice с дизайном и с качеством сборки, как всегда, все на высоте, поэтому тут я не вижу смысла особо рассусоливать. В комплекте вместе с шуриком мы получаем вот такой интересный держатель. Да, без виброразвязки, но он очень удобный, чтобы поставить либо на журавля вот этот микрофон, либо на пантограф, как обычно мы привыкли такие микрофоны видеть. У RE держатель шарнирный, самый обычный, но внутри есть виброразвязка в виде амортизатора. Это, конечно, хорошо. И также есть возможность докупить паука фирменного для вот этого микрофона. Но будьте готовы, что этот паук, он очень дорогой. Он действительно дорогой, и на самом деле меня этим не удивить, потому что я прекрасно знаю, что к тем же Neumann фирменные пауки стоят по 10-15 тысяч, так что для меня это уже дело вполне привычное. Вместе с SM7B нам дают сразу два вида ветрозащиты. Вот такая обычная, вы ее слышали до этого, и увеличенных размеров. Давайте ее послушаем. Вот так звучит этот микрофон с ветрозащитой увеличенных размеров. Вернемся назад. У RE, как несложно догадаться, ветрозащиты нету, но все же нам тут поставили встроенный поп-фильтр. Поэтому давайте сейчас посравниваем этот микрофон с этим на взрывные согласные. Сейчас звучит Shure. Бабушка испекла блины и положила их на пол. RE. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Давайте поближе. Shure. Бабушка испекла блины и положила их на пол. RE. Бабушка испекла блины и положила их на пол. Нам стоит окончательно закрыть тему с комплектацией. Вместе с шуриком идут какие-то наклейки, в частности, вот два колпака идут, стяжечки, макулатура и так далее. Но RE прикладывает к своему микрофону вот такой прекрасный кейсик, чехол, в котором микрофон можно транспортировать куда вы захотите. Мы затронули тему эффекта близости, и я вам предлагаю сделать еще один тест, уже не на взрывные согласные, а именно на эффект близости, потому что дикторские микрофоны, они именно что спроектированы для того, чтобы работать со спикером, с диктором, который находится очень-очень близко к микрофону, поэтому они должны не так сильно быть подвержены эффекту близости, как там вокальные микрофоны, те же самые и так далее. Давайте попробуем. Вот все это время я говорил в шурик. Теперь я склонюсь над ним, так сексуально, и начну говорить более томным голосом. И сейчас должен раскрываться эффект близости. Он увеличивает нам низкочастотную составляющую и скрывает остальную часть спектра.
Вот. А вообще эффект близости, он очень опасен. Он очень опасен тем, что я перейду на Electro Voice. Вот сейчас вы слышите обычный мой голос на Electro Voice, так почему же все-таки опасен эффект близости? Он искажает частотную характеристику. Частотная характеристика вашего голоса становится несбалансированной. Низкочастотная часть спектра начинает преобладать. И на самом деле это не есть хорошо, хоть и звучит порой действительно неплохо. Я поговорю поближе к этому микрофону, чтобы вы могли послушать и сами убедиться, как он работает с голосом диктора, когда диктор находится в непосредственной близости к мембране микрофона. Здесь давайте перейдем на RE20. И я думаю, это идеальный момент, чтобы обозначить наши параметры. Вот до этой самой точки весь звук в ролике писался на Shure SM7B. Ну, за исключением моментов, когда я специально говорил, что мы пишем на Electro Voice. Отсюда и дальше будет звучать лишь Electro Voice. Усиление мы подаем и на тот микрофон в 50 дБ с помощью нашего внешнего аудиоинтерфейса RME Babyface Pro. В принципе, в этом ролике вы слышите звук, которого вы без труда сможете добиться на этих микрофонах. В тему смены звучания важно отметить, что на этих микрофонах есть обрезные фильтры. Давайте их послушаем. Например, на Electro Voice есть фильтр высоких частот. Он срезает все лишнее, ослабление делает всего лишнего от 350 и ниже Гц. Давайте включим и послушаем. Если до этого момента звучал этот микрофон без каких-либо фильтров, то сейчас мы включили фильтр высоких частот, и микрофон в звучании у нас преобразился. Давайте вернем обратно. Эта штука достаточно полезная, она срезает лишнее бубнение. Если вы чувствуете, что вот эта вот низкочастотная составляющая забивает ваш голос, то, пожалуйста, пользуйтесь, это очень удобно. Перейдем на Шурик. Здесь у нас есть сразу два фильтра. Первый отвечает также за послабление низкочастотной составляющей, тоже от 350 и ниже, а второй отвечает за подъем, за такой буст на средних частотах, от килогерца и дальше. В западном жаргоне такая вещь называется presence, она добавляет читаемости вашему голосу. Сейчас в микрофоне никакие фильтры не работают, мы слышим звук Шурика, давайте попробуем их включить. Будем пользоваться православной отверткой, потому что, там такие переключатели, которые можно подковырнуть только с помощью отвертки. Фильтры мы активировали, и микрофон теперь звучит следующим образом. Давайте вернем все обратно, чтобы не нарушать частоту нашего сегодняшнего эксперимента. Когда-то в одном из прошлых обзоров я говорил, что показателем хорошего микрофона, в частности, является его многозадачность. Так называемые рабочие лошади, которые так сильно любят на студиях звукозаписи. Это микрофон, который вы можете поставить и на вокал, снять им медь, снять им какие-то духовые струнные, снять им барабаны, к примеру, или даже гитарный кабинет. Вот на гитарном кабинете мы эти микрофоны с вами и послушаем, потому что не секрет, что, к примеру, SM7B очень часто используют для снятия звука электрогитары. Нужно поговорить про направленность, а если точнее, про отсечение направленностью лишнего шума от микрофона. Ведь не секрет, что если вы работаете в акустически неподготовленном помещении, допустим, стримите из дома. Кстати, все стримеры на месте? Что-то я вас там не вижу.
Поставьте лайк и напишите в комментариях, чтобы я знал, что все спортсмены на месте. Так вот, когда вы работаете дома, на кухне нечаянно кто-то может поставить чайник из ваших домочадцев. За стеной сосед захочет прибить 10-ю полочку за день и тому подобное. Как раз-таки направленность микрофонов позволяет отсекать все лишнее. Вкупе с тем, что эти самые микрофоны динамические, они меньше захватывают звук вокруг них и меньше захватывают ту же самую реверберацию комнаты. Давайте устроим небольшое тестирование. Я попрошу нашего маэстро включить нам систему обдува воздуха в виде кондиционера. Так. О! Сейчас мы, напомню, слышим звук электровойса. И вот так работает он, вот так звучит мой голос, когда я говорю прямо в него. А там, не очень далеко, он в паре, в 3 метрах от меня работает достаточно шумный кондиционер. Пожалуйста. Перейдем на Шурик. Вот так Шурик работает вместе с кондиционером. Вырубай эту адскую машину, чтобы мы могли послушать звук Шурика в пустом помещении. Да, он немножко еще клокочет, но все же. Кстати, на мой слух, Шурик справляется с отсечением шумов извне намного лучше, чем электровойс. Что вы об этом думаете? Напишите внизу. Вокал. Вот на чем нам еще следует послушать этих самых малышей. Кто-то скажет, что это дикторские микрофоны, они вообще не вокальные, но тому же самому Джеймсу Хэтфилду это не мешало. Он писал свой вокал на Shure SM7B, поэтому давайте сделаем то же самое, запишем 2 вокальные партии по числу микрофонов и будем их сравнивать. Нам не дано с тобой понять, чему так радуется ветер, и почему от доброты бывают так жестоки дети. Зачем кому-то умирать, чтобы нами был замечен? Так много разных почему оставил Бог на этом свете. День уходящий не вернуть, не торопись пройти свой путь. Неосторожно сделав шаг, просто скажи, да будет так, просто пусть будет так. Я не зря упомянул стримеров в этом ролике. Вот вы, друзья, как достаточно образованные люди, должны прекрасно знать про такую вещь, как потенциал процессора и видеокарты. Для тех, кто не в теме, я поясню. Когда вы собираете себе компьютер, вы должны грамотно подобрать комплектующие, а в частности видеокарту и процессор, чтобы у вас не было упора только в одну из этих железок, из-за чего вы получите в конечном итоге от вашего компьютера намного меньше, чем вы могли получить, если бы вы сбалансированно подбирали комплектующие. Смекаете? Вот примерно похожая ситуация и с этими микрофонами. Для того, чтобы раскрыть их как раз-таки потенциал, вам понадобится хороший микрофонный предусилитель. Идеальный вариант, если вместе с этими микрофонами вы разживетесь такой штукой, которая называется Channel Strip. Еще их очень часто называют микрофонами-процессорами. Там есть все, что вам нужно. Там есть предусилитель, там есть эквализация и, конечно же, там очень часто бывает компрессия, чтобы уже на этапе записи или на этапе выведения вашего голоса в прямую трансляцию у вас был нужный по качеству, по частотным характеристикам и по динамическим характеристикам голос, которого вы в конечном итоге и добиваетесь, я надеюсь. В конце я бы очень хотел от вас услышать, а какой микрофон больше подходит именно к моему голосу. Электровойс или Шурик? К слову, Шуриком я пользуюсь сейчас, записываю на него озвучки для своего YouTube-канала, использую сразу 2 фильтра обычно и большую ветрозащиту, потому что к микрофону я, как правило, нахожусь достаточно близко. Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Друзья, напоминаю, что это был канал «Давай запишем». Здесь мы не только сравниваем микрофоны друг с другом, но и очень часто говорим о про-аудио. Если эта тема вам близка и интересна, то не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, если материал пришелся по душе, и ждать обновления. Друзья, я не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Какой микрофон по праву имеет право? Давайте его активируем и послушаем. Нет, активируем микрофоны.
Я не зря упомянул стримеров. До этого момента все... Что такое?